Бинелли Sei, что в переводе с итальянского 6, это серия мотоциклов, которые были произведены итальянским производителем под руководством Алехандро де Томаса с 73 по 89 год. На свет появилось две модели, объемом 750 и 900 кубических сантиметров. Де Томаса намеревался сделать их главными спортивными мотоциклами Италии и затмить наступающих по всем фронтам японских конкурентов. Бинелли 750 Sei был первым серийным мотоциклом с шестицилиндровым двигателем в мире. О нем выпуск выходил ранее. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании. Ну а сегодня мы поговорим о старшей версии Бинелли 900 Sei, которая была представлена в 1978 году. Бинелли 900 Sei по сути был копией своего младшего брата, которому просто увеличили объем двигателя с 748 до 906 кубических сантиметров. Чтобы выжать максимум из двигателя, было внесено главное отличие от Бинелли 750 Sei. Шикарная выхлопная система с 6 трубами была заменена на более тихую систему 6 в 2, что естественно совсем не понравилось покупателям. Поэтому многие после покупки возвращали назад 6 труб, чтобы подчеркнуть свой шестицилиндровый мотоцикл. В итоге мощность двигателя выросла с 71 до 80 лошадиных сил, что не так уж и много. Однако на всех обложках мотожурналов был сделан акцент на максимальную скорость мотоцикла, которая составляла 200 км в час. За питание шестицилиндрового 12-клапанного агрегата с одним распредвалом в головке цилиндра и воздушным охлаждением отвечали те же три карбюратора Делорто с 24 мм диффузорами, что и у 750-ки, хотя можно было поставить и побольше. Видимо, производитель не хотел пугать будущих покупателей расходом топлива, который и так явно занижен в характеристиках и составляет 5,7 литра на 100 км пути. Бак объемом 16,5 литров. Двигатель, естественно, запускается электростартером и имеет электронное зажигание. Трансмиссия была представлена пятиступенчатой коробкой передач и цепным приводом. На Бинелли 900 Sei была установлена улучшенная тормозная система. Вместо заднего 210 мм барабана от 750-ки был установлен тормозной диск диаметром 255 мм. Однако два передних тормозных диска были уменьшены с 300 до 294 мм. Суппорта те же двухпоршневые. Эта модернизация была весьма кстати, так как сухая масса новой модели возросла с 220 до 254 кг. Подвеска не претерпела серьезных изменений. Это та же передняя вилка картриджного типа Marzocchi и два амортизатора Seeback сзади, которые имели регулировку по преднатягу. Несмотря на внешнюю тяжеловесность и громоздкость, мотоцикл на удивление хорошо управлялся и тормозил, что было отмечено многими изданиями.
Однако Benelli 900C стоил весьма дороже японских мотоциклов и считался редким красивым европейским байком. А когда Honda ответила мотоциклом Honda CBX-1000 со своим изумительным 1047-кубовым 24-клапанным 103-сильным шестицилиндровым движком, который оказался мощнее и быстрее, максимальная скорость составляла уже 215 км в час, а самое главное, японец стал дешевле итальянца, то сразу все стало ясно. За все время было произведено меньше 2000 экземпляров, а в 1983 году была выпущена новая версия мотоцикла, модель Benelli 900C Sport, которая отличалась небольшим обтекателем. 1989 год стал последним годом производства. На данный момент оставшиеся редкие экземпляры этого мотоцикла, естественно, рассредоточены по частным коллекциям.